Вы когда-нибудь задумывались о том, что есть 3 драгоценные вещи, которые, потеряв однажды, уже никогда не вернутся? Это прошедшее время, слова, которые были сказаны, и возможности, которые мы упустили. Вы знаете тот момент, когда вы бесконечно пролистываете ленту в социальных сетях или запоем смотрите очередной сериал, даже не осознавая, что уже рассвет. Что ж, это драгоценное время никогда не вернется. И я говорю это не для того, чтобы заставить вас чувствовать себя виноватым, а для того, чтобы пробудить в вас мощное осознание того, как вы вкладываете свои минуты, свои часы, свои дни. Потому что, в конце концов, ваша жизнь состоит из этих моментов. Представьте, что у вас есть специальный банковский счет, который каждый день вносит на ваш счет 86 400 секунд. Его нельзя сохранить на потом, нельзя передать кому-либо. То, что вы не используете, вы теряете. Каждый день аккаунт обнулится и начинается заново. Как бы вы использовали это время? Это некрасивая метафора. Именно так проходит ваш день. Каждая секунда – это золотая монета, которую вы можете вложить во что-то, что принесет вам прибыль, или просто упустить ее сквозь пальцы. Слова подобны выпущенным стрелам. Однажды выстрелив, пути назад нет. Сколько раз вы сожалели о том, что сказали в момент гнева? Или вы перестали говорить что-то важное из-за страха? Слова обладают силой наводить мосты или рыть пропасти в отношениях. Они могут исцелить или ранить, вдохновить или обескуражить. Поэтому, прежде чем говорить, задайте 3 вопроса «Это правда?» «Это необходимо?» «Вы добры?» Говоря о возможностях, вы, возможно, слышали историю о поезде, который проезжает только 1 раз в жизни. А что, если я скажу вам, что каждый день через вашу станцию проходят десятки поездов? Проблема в том, что мы часто настолько заняты жалобами на жизнь или боимся рисковать, что даже не замечаем, как эти возможности стучатся в нашу дверь. Тот курс, который вы хотите пройти, тот проект, который вы мечтаете начать, тот человек, которым вы восхищаетесь и с которым хотели бы встретиться. Все это поезда, ожидающие вашей посадки. Дисциплина – это мост между вашими мечтами и вашими достижениями. Нет смысла ставить перед собой прекрасные цели, если вы не выработаете распорядок дня, который будет приближать вас к ним каждый день. Это как строить дом, кирпичик за кирпичиком, день за днем. Не существует здания, которое начинается с крыши, так же, как не существует успеха, который не был бы построен с помощью небольших, последовательных действий с течением времени. Что интересно в наших врагах или проблемах, так это то, что они – наши величайшие учителя. Тот человек, который вас критикует, возможно, показывает вам слепое пятно, над которым вам нужно поработать. Тот проект, который пошел не так, может научить вас именно тому, чему вам нужно научиться, чтобы добиться успеха в следующем. Вопрос не в том, что с вами происходит, а в том, как вы решите на это реагировать. Когда вы в чем-то терпите неудачу, вместо того, чтобы винить себя, взгляните честно, чему меня пытается научить эта ситуация. Какой навык мне нужно развить? Какое мышление мне нужно изменить? Это похоже на перерасчет маршрута GPS. Пункт назначения остается прежним, но путь может отличаться от того, что вы изначально себе представляли. Истинная мудрость заключается в признании того, что каждый момент – это возможность выбора. Выбирайте между промедлением или принятием мер, между жалобой или благодарностью, между отказом или упорством. Именно эти небольшие ежедневные решения, сложенные вместе, создают мозаику в вашей жизни. И хорошая новость в том, что в следующий момент вы всегда можете сделать другой выбор. Ваши цели должны быть согласованы с вашими повседневными действиями. Нет смысла говорить, что вы хотите похудеть, и продолжать придерживаться привычек, которые заставляют вас набирать вес. Нет смысла говорить, что вы хотите добиться финансового процветания и продолжать тратить больше, чем зарабатываете. Этот диссонанс между тем, что вы говорите, что хотите, и тем, что вы на самом деле делаете, является одной из главных причин разочарования в жизни людей. Вселенная реагирует на вашу энергию и действия, а не на ваши намерения. Итак, помимо визуализации своих целей,
Вам нужно спросить себя, каким человеком мне нужно стать, чтобы этого достичь. И начните вести себя, как этот человек сегодня, а не завтра. Это похоже на то, как будто ты репетируешь роль. Чем больше ты тренируешься, тем естественнее это становится. Существует универсальный закон, который гласит: то, на чем вы фокусируетесь, расширяется. Если вы проводите весь день, сосредотачиваясь на проблемах, вы будете сталкиваться со все большим и большим количеством проблем. Если вы сосредоточитесь на решениях и возможностях, именно это начнет появляться на вашем пути. Это похоже на настройку радио. Вам нужно находиться на правильной частоте, чтобы поймать нужный сигнал. Ваши слова подобны семенам, которые вы сеете в саду своего разума. Если вы постоянно унижаете себя, чрезмерно критикуете себя или сомневаетесь в своем потенциале, вы сажаете сорняки, которые заглушат ваши цветы. Начните менять свой внутренний диалог уже сегодня. Поговорите с собой так, как если бы вы разговаривали со своим лучшим другом. Действие противоядие от страха. Чем дольше вы ждете идеального момента, тем больше растет страх. Это как научиться плавать, в какой-то момент тебе придется попасть в воду. Начинайте с маленьких шагов, отмечайте каждый прогресс, учитесь на ошибках и продолжайте двигаться вперед. Движение порождает движение. Возможности часто представляются замаскированными под тяжелую работу. Многие люди ждут того волшебного момента, когда все встанет на свои места, но волшебство случается в повседневной жизни, в маленьких победах, в осознанном выборе, в упорстве, даже когда никто не смотрит. И знайте, что во всем этом самое лучшее. Вам не нужно быть идеальным, вам просто нужно быть лучше, чем вчера. Каждый маленький прогресс имеет значение. Каждый раз, когда вы решаете действовать вместо того, чтобы откладывать дела на потом, каждый раз, когда вы выбираете конструктивные слова вместо деструктивных, каждый раз, когда вы используете возможность, а не упускаете ее, вы пишете новую страницу в своей истории. Есть мощная цитата: «У нас две жизни», и вторая начинается, когда мы понимаем, что у нас только одна. Это кажется противоречивым, не так ли? Но подумайте об этом. Сколько людей живут так, как будто у них есть все время в мире, как будто всегда есть позже, чтобы сделать то, что действительно важно. Когда мы осознаем ограниченность жизни, мы начинаем по-настоящему жить с целью и намерением. У людей есть интересная тенденция. Когда кто-то причиняет нам вред или причиняет нам вред, нашим первым побуждением является желание дать отпор, не так ли? У нас как будто есть внутренний счетчик око за око. Но вот истина, которая может изменить вашу жизнь. Месть – это все равно, что выпить яд и ожидать, что другой человек умрет. Это только отравляет наше собственное сердце и мешает нам двигаться дальше к более великим вещам. Высокомерие похоже на искаженную линзу, через которую мы смотрим на мир. Когда мы думаем, что превосходим других, мы теряем способность учиться, расти и по-настоящему общаться. Это как в истории о полной чаше. Если ты уже полон себя, как ты можешь получить что-то новое? Смирение заключается не в том, чтобы принижать себя, а в том, чтобы быть открытым для роста. Вы знаете того человека, который живет с сердцем, полным ненависти. Обратите внимание, как она быстрее стареет, насколько поверхностное ее отношение, как горечь проявляется на ее лице. Ненависть – слишком тяжелое бремя. Это похоже на вождение автомобиля, глядя в зеркало заднего вида. Вы не сможете двигаться вперед, если всегда сосредоточены на том, что причинило вам боль в прошлом. Доверие является основой любых значимых отношений. Конечно, надо быть благоразумными, но жить в постоянном недоверии – это все равно, что пытаться плыть в доспехах, тонешь. Когда вы решаете довериться кому-то, вы даете ему возможность показать себя с лучшей стороны. Это риск. Да, но какие отношения стоят и не сопряжены с риском? Взаимное обучение – один из величайших даров дружбы. Когда вы окружаете себя людьми, которые вдохновляют вас, которые побуждают вас расти, которые делятся знаниями, вы умножаете свои перспективы. Это как иметь несколько зеркал, отражающих разные стороны жизни. Ты видишь гораздо дальше, чем мог бы в одиночку. Иногда люди путают доброту со слабостью.
Но задумайтесь, чтобы простить, нужно гораздо больше сил, чем затаить обиду, гораздо больше смелости, чтобы быть добрым в циничном мире, чем впасть в горечь. Доброта подобна мышце. Чем больше ее тренируешь, тем сильнее она становится. То, как мы справляемся с поражениями, многое говорит о нашем характере. Легко быть добродетельным, когда все идет хорошо. Настоящее испытание приходит, когда мы сталкиваемся с трудностями. Как вы реагируете, когда ваши планы рушатся, когда кто-то тебя разочаровывает, когда вы терпите неудачу в чем-то важном? Это истинные доказательства нашего личного развития. Существует древняя мудрость, которая гласит, что мы должны относиться к другим так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. Кажется просто, но сколько раз в повседневной жизни мы об этом забываем. Тот сотрудник, который вас обслуживает, водитель в пробке, коллега, который думает иначе, чем вы, все заслуживают того же уважения, которое вы хотели бы получить. Настоящее благородство заключается не в титулах или имуществе, а в том, как мы относимся к людям, особенно к тем, кто ничего не может предложить нам взамен. Легко быть вежливым со своим начальником, трудно сохранять такую же вежливость с человеком, находящимся на должности, которую мы считаем ниже своей. Но именно здесь раскрывается наш характер. Ваши отношения подобны саду, они нуждаются в постоянной заботе, внимании и питании. Нет смысла поливать растение раз в год и ожидать, что оно зацветет. Точно так же мы не можем пренебрегать нашей дружбой и ожидать, что она останется крепкой. Каждый маленький жест внимания подобен капле воды в этом саду. Благодарность – одна из самых преобразующих добродетелей. Когда вы начнете сознательно практиковать благодарность даже за мелочи, ваша точка зрения полностью изменится. Проблемы не исчезают, но вы развиваете внутреннюю силу, позволяющую справляться с ними более сбалансированным способом. Мощное упражнение. Перед сном подумать о своих действиях за день. Как вы относились к людям? Какой выбор вы сделали? Какие слова вы использовали? Не для того, чтобы осуждать себя, а для того, чтобы лучше узнать себя и определить области для совершенствования. Это похоже на ежедневную инвентаризацию вашего эмоционального текущего счета. Есть особая энергия в том, чтобы делать добро, не ожидая признания. Этот анонимный жест доброты – это помощь без ожидания чего-либо взамен, это слово поддержки. Когда никто не смотрит, это действия, которые действительно поднимают нашу душу и преображают мир вокруг нас. Жизнь слишком коротка, чтобы таить обиды или жить по видимости. Когда вы глубоко это поймете, вы начнете ценить то, что действительно важно – подлинные связи, моменты общей радости, личностный рост, положительное влияние, которые вы можете оказать на жизнь других. Говоря о положительном влиянии, задумывались ли вы когда-нибудь о том, как ваши повседневные действия влияют не только на вашу жизнь, но и на мир вокруг вас? Существует глубокая истина, которая гласит, что истинное счастье заключается в гармонии между нашими мыслями, словами и действиями. Это похоже на оркестр. Когда все инструменты настроены и играют в унисон, музыка течет естественно. Но когда между тем, что мы думаем, говорим и делаем, возникает дисгармония, мы создаем диссонанс, вызывающий у нас глубокий внутренний дискомфорт. Многие люди живут жизнью противоречий, даже не осознавая этого. Они думают одно, говорят другое и действуют совершенно по-разному. Это все равно, что пытаться вести машину, одновременно нажимая на педаль газа и тормоз, она не только не движется, но и изнашивает автомобиль. Когда мы согласовываем наши мысли, слова и действия, мы как будто открываем шлюзы для естественного течения энергии в нашей жизни. Умеренность в словах – это искусство, которым владеют немногие. В мире, где каждый хочет говорить громче, быть услышанным любой ценой, приобретать последователей и лайки, есть глубокая мудрость в том, чтобы знать, когда говорить, прежде всего, когда молчать. Это похоже на старую поговорку: «Говорите, только если ваши слова прекраснее молчания». Сколько раз мы сожалеем о том, что сказали, но редко сожалеем о том, что не сказали. Совершенство в действиях не означает совершенство. Это означает делать все возможное.
используя имеющиеся у нас в данный момент ресурсы. Это похоже на мастера, который самоотверженно работает над каждым изделием, даже если никто не наблюдает за процессом. Настоящее совершенство заключается больше в намерении и заботе, чем в конечном результате. Когда делаешь что-то от души, даже если результат не идеален, в этом есть особая красота. Одна из величайших ироний жизни заключается в том, что чем больше знаний мы приобретаем, тем больше осознаем свое невежество. Это похоже на восхождение на гору. Чем выше вы поднимаетесь, тем больше горизонтов вы видите и тем больше понимаете, как много еще предстоит исследовать. Настоящий мудрец – это не тот, у кого есть ответы на все вопросы, а тот, кто сохраняет свое любопытство и смирение, чтобы продолжать учиться. Подлинная доброта выходит далеко за рамки поверхностных действий или поиска признания. Больше любить других значит развивать подлинную способность радоваться счастью других, страдать от чужой боли, протягивать руку помощи, не ожидая ничего взамен. Это похоже на фонтан, который переливается естественно и без усилий просто потому, что он полон. Наши действия создают волны, которые распространяются далеко за пределы того, что мы видим. Это искренняя улыбка служащего булочной. Это слово поддержки обескураженного коллеги. Этот момент внимательного выслушивания того, кто переживает трудности. Мы никогда не знаем, какое реальное влияние могут оказать небольшие жесты на чью-то жизнь. Существует закон природы, который гласит, что все, что мы посылаем во Вселенную, возвращается к нам в приумноженном виде. Это не карма, не наказание и не награда, это просто природа жизни. Когда мы сажаем семена доброты, мы пожинаем плоды радости. Когда мы распространяем горечь, мы пожинаем одиночество. Это выбор, который мы делаем каждое мгновение, каждым действием. Будущее – это не то место, куда мы идем, это то, что мы создаем в настоящем, каждым своим выбором. Это как строить дом. Каждая мысль, проект, каждое слово, кирпич, каждое действие – стена. Какой дом вы строите для себя в будущем? Мудрость заключается в том, чтобы найти баланс между принятием того, что мы не можем изменить, и смелостью изменить то, что в наших силах. Это как лодка в открытом море. Мы не можем управлять ветром, но можем регулировать паруса. Наши действия и есть эти свечи, они определяют направление, в котором мы будем двигаться, даже среди жизненных бурь. Самопознание – это бесконечные путешествия. Чем больше мы познаем себя, тем больше понимаем, что мы гораздо глубже и сложнее, чем мы себе представляли. Это похоже на исследование океана. Каждое погружение открывает новые открытия, новые сокровища, новое понимание того, кем мы являемся на самом деле. Жизнь – это не соревнование с другими, это танец с самим собой. Каждый день – это возможность быть немного лучше, чем вчера, не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а потому, что этот рост приносит глубокое удовлетворение. Это похоже на сад, который вы заботливо возделываете. Удовольствие больше от процесса, чем от результата. Наши действия способны вдохновлять других, даже если мы этого не осознаем. Кто-то всегда наблюдает за тем, как вы справляетесь с трудностями, как относитесь к людям, как сохраняете свою честность, даже когда никто не смотрит. Вы можете стать тем примером, который должен убедить кого-то в том, что можно жить по-другому. Между движением и прогрессом существует принципиальная разница. Мы можем быть очень заняты, делая 1000 дел, но действительно ли мы движемся к своей мечте? Это как человек на беговой дорожке, много движений, но всегда на одном и том же месте. Истинная эволюция происходит, когда наши действия соответствуют нашей высшей цели. То, как мы относимся ко времени, многое говорит о нашей духовной зрелости. Многие живут застрявшими в прошлом или беспокоясь о будущем, теряя единственное, что у них действительно есть – настоящий момент. Это все равно, что пытаться аплодировать одной рукой. Невозможно создать гармонию, если мы не присутствуем полностью в настоящем моменте. Говоря о присутствии, замечали ли вы когда-нибудь, что самые мудрые люди обладают особым качеством в том, как они относятся к другим? В мире, который становится все более цифровым, но, как ни парадоксально, более одиноким,
нам необходимо заново научиться искусству подлинных человеческих отношений. Агрессия и насилие, физическое или словесное, подобны ядам, которые отравляют не только наши отношения, но и всю социальную структуру. Интересно отметить, что по-настоящему сильным людям редко нужно демонстрировать свою силу. Они излучают спокойствие, которое исходит из внутренней уверенности. Успех может стать одним из самых тяжелых испытаний нашего характера. Легко оставаться скромным, когда мы только начинаем. Но что будет, когда мы достигнем наших целей? Высокомерие похоже на дверь, которая бесшумно закрывается. Чем более важным становится человек, тем меньшему он может научиться у других. Вы когда-нибудь замечали, что по-настоящему успешные люди зачастую самые доступные и скромные? Терпение – это добродетель, которая, похоже, в наши дни исчезает. Мы хотим всего вчера, мгновенных результатов, мгновенного успеха. Но жизнь устроена не так. Это как посадить дерево. Нет смысла тянуть ветви, чтобы оно росло быстрее. У каждой вещи есть свое время, свой естественный процесс созревания. Истинная мудрость заключается в том, чтобы научиться уважать эти циклы. Уважение похоже на двустороннюю монету. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Но оно должно быть искренним, идти изнутри. Речь идет не о пустых формальностях или поверхностной вежливости. Речь идет о истинном признании внутренней ценности каждого человека, независимо от его социального положения, внешнего вида или достижений. Как вы относитесь к швейцару вашего дома? Уборщик на вашей работе? Человек, который подает вам кофе? Достоинство – это не то, что кто-то может у вас отнять, это то, что вы поддерживаете своим выбором и отношением. Даже в самых сложных ситуациях у вас всегда есть возможность выбрать, как реагировать. Это как та история о заключенном, который даже в крохотной камере сохранял внутреннюю свободу посредством своих мыслей и взглядов. Настоящее достоинство исходит изнутри. Наша дружба подобна инвестициям. Отдача во многом зависит от качества того, что мы вкладываем. Вы когда-нибудь задумывались о том, как дружба влияет на вашу жизнь? Есть люди, которые как лифты. Они тянут тебя вверх, вдохновляют стать лучше. Другие подобны якорям. Они удерживают вас там, где вы есть, или тянут вниз. С кем вы проводили больше всего времени? Самая глубокая красота часто скрыта от самых торопливых глаз. Это как та книга, которая на первый взгляд кажется обычной. Но когда вы находите время углубиться в ее страницы, вы обнаруживаете бесценные сокровища. Люди тоже такие. Часто тот человек, которого вы едва замечаете в своей повседневной жизни, может поделиться невероятной историей и предложить уникальную мудрость. То, как мы общаемся, оказывает гораздо большее влияние, чем мы себе представляем. Важно не только то, что мы говорим, но и то, как мы это говорим. Тон голоса, выражение лица, язык тела – все это говорит так же, как и сами слова. Это похоже на оркестр, где каждый инструмент должен быть настроен, чтобы создать гармоничную мелодию. Как музыка в вашем общении. Истинная сила заключается не в контроле над другими, а в контроле над своими собственными реакциями. Легко взорваться, когда нас кто-то провоцирует, но как насчет того, чтобы сделать глубокий вдох и выбрать более возвышенную реакцию? Как в дзенской поговорке, между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве находится наша сила выбирать нашу реакцию. В нашей реакции лежит наш рост и наша свобода. Эмпатия подобна мышце. Чем больше мы ее тренируем, тем сильнее она становится. Все начинается с небольших жестов. Действительно пытаемся понять точку зрения другого человека, даже если мы с ней не согласны. Прежде чем судить, представьте, каково было бы оказаться на месте этого человека. Предложите выслушать, когда кому-то нужно высказать свое мнение. Именно эти небольшие практики развивают наш эмоциональный интеллект. Есть тонкая, но важная разница между тем, чтобы тебя уважали, и тем, кого боялись. Страх может привести к временному послушанию, но уважение приносит постоянную преданность. Это как разница между начальником и лидером. Начальник говорит «пошли», лидер говорит «поехали». Как вы оказывали свое влияние на других? Благодарность.
одна из самых преобразующих практик. Речь идет не об отрицании проблем или трудностей, а о том, чтобы приучить наши глаза видеть, что в нас работает, что в нас хорошего. Это похоже на использование фонарика в темноте. Куда вы направляете свет, то и видите. Куда вы направляете свое внимание. То, как мы относимся к успеху других, многое говорит о нашем характере. Способны ли мы искренне радоваться достижениям других людей или чувствуем укол зависти? Зависть подобна кислоте. Она сначала разъедает емкость, в которой находится. Как насчет того, чтобы превратить эту энергию во вдохновение? Считайте успех других доказательством того, что это возможно. Сети, которые мы создаем на протяжении всей нашей жизни, подобны невидимой сети поддержки. Это не просто профессиональные контакты или подписчики в социальных сетях, это настоящие связи, основанные на взаимном доверии, уважении и взаимности. Как вы развивали свои отношения? Вы строите мосты или копаете канавы? Влияние, которое мы оказываем на жизнь других, выходит далеко за рамки того, что мы можем измерить или увидеть. То слово поддержки, которое вы сказали, могло изменить ход чьей-то жизни. То «нет», которое вы сказали твердо и уважительно, возможно, преподало вам ценный урок. Тот момент, когда вы решили быть добрым, даже когда это было неудобно, возможно, восстановил чью-то веру в человечество. Говоря о влиянии, задумывались ли вы когда-нибудь о наследии, которое создаете? Когда мы говорим о вечной мудрости, немногие мыслители оказали такое глубокое и продолжительное влияние, как Конфуций, философ, живший в веке до нашей эры. Только представьте, прошло более 2500 лет, а его слова и сегодня так же актуальны, как и в его время. Он как будто открыл карту человеческого сердца, превосходящую время и культуру. Что делает учение Конфуция таким особенным, так это его глубокая простота. Он не говорил о сложных теориях или абстрактных концепциях. Он говорил об основных добродетелях, таких как уважение, верность и искренность. Это похоже на те старые семейные рецепты, которые передаются из поколения в поколение. Ингредиенты просты, но результат получается необыкновенным, если готовить их с осторожностью и вниманием. Одним из величайших вкладов Конфуция был его упор на образование как путь к личной и социальной трансформации. Но мы говорим не только о формальном образовании. Для него каждый момент жизни был возможностью обучения. Наблюдение за природой, обучение на ошибках, слушание старших, размышление над опытом – все это часть непрерывного образовательного процесса, который делает нас лучше. Аналекты, труд, объединяющий учение Конфуция, являются своего рода практическим руководством для жизни. Это не жесткие правила, а гибкие рекомендации, которые можно адаптировать к различным контекстам и ситуациям. Удивительно, как этим принципам удалось проникнуть в такие разные культуры от древнего Китая до современного западного мира, сохранив при этом свою суть и актуальность. Взгляд Конфуция на взаимоотношения был революционным для его времени и продолжает оставаться таковым для нашего времени. Он учил, что у каждого человека есть роль и ответственность в социальных отношениях, но эти роли – не тюрьмы, а возможности для взаимного роста. Точно так же, как родитель может учиться у своего ребенка, обучая его, учитель может развиваться, обучая своих учеников. Одной из самых мощных идей Конфуция является концепция исправления имен, важность искренности в наших социальных ролях. Если вы лидер, действуйте как настоящий лидер. Если ты друг, будь настоящим другом. Это похоже на актера, которому нужно искренне проживать свою роль, чтобы пьеса сработала. Каждый добросовестно выполняет свою роль, чтобы общество процветало. Социальная гармония, по Конфуцию, начинается с самосовершенствования. Это похоже на уход за садом. Сначала нужно подготовить почву собственного сердца, посадить семена добродетелей, ежедневно поливать добрыми делами, удалять сорняки негативных мыслей. Только тогда вы сможете по-настоящему внести свой вклад в лучший мир. Интересным аспектом конфуцианской философии является ее взгляд на власть. По его мнению, истинный авторитет исходит не от силы или положения, а от морального примера. Это как тот учитель, которому не нужно кричать, чтобы его уважали. Его собственное поведение вдохновляет учеников хотеть стать лучше.
Сколько лидеров сегодня следуют этому принципу? Конфуций подчеркивал важность ритуалов и этикета не как пустых формальностей, а как внешнего выражения внутреннего совершенствования. Это похоже на танец. Внешние движения отражают внутреннюю гармонию. Когда мы искренне приветствуем кого-то, когда мы проявляем искреннее уважение, мы практикуем форму социального искусства, которая возвышает как тех, кто его практикует, так и тех, кто его получает. Один из самых ценных уроков, которые мы можем извлечь из Конфуция, это важность баланса. Не слишком много и не слишком мало – средний путь. Это похоже на настройку музыкального инструмента. Если струна слишком натянута, она порвется. Если он слишком свободный, он не будет воспроизводить музыку. Как нам найти эту точку баланса в нашей современной жизни? Идея о том, что все взаимосвязано, занимает центральное место в конфуцианской философии. Каждое отдельное действие влияет на целое, как камень, брошенный в озеро, создает рябь, распространяющуюся на берег. Когда мы улучшаем себя, мы улучшаем нашу семью. Когда мы улучшаем нашу семью, мы улучшаем наше сообщество и так далее. Концепция времени с конфуцианской точки зрения особенно интересна. Для него прошлое – не что-то мертвое и погребенное, а живой источник мудрости, способный осветить наше настоящее и будущее. Это похоже на совет старейшин, всегда готовых посоветоваться. Мы можем многому научиться у тех, кто был до нас. Интеллектуальное смирение было отличительной чертой Конфуция. Хотя он был одним из величайших мудрецов в истории, он всегда считал себя вечным учеником. Это похоже на ту фразу, приписываемую Сократу: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Чем больше знаний мы приобретаем, тем больше понимаем, как многому еще предстоит научиться. Наследие Конфуция показывает нам, что самые глубокие истины часто оказываются самыми простыми. Во все более сложном и технологичном мире, возможно, пришло время вернуться к основным принципам, которым он нас научил: уважение, искренность, доброта, постоянное обучение. Как мы можем применить эту древнюю мудрость в нашей современной жизни? Идеи Конфуция о социальной гармонии и развитии личности подобны семенам, которые продолжают прорастать на протяжении веков. В каждом поколении они приобретают новые значения и применения, доказывая, что истинная мудрость вечна. А ты, что ты собираешься делать с этими семенами мудрости в своей жизни? Удивительно, насколько столь древние принципы остаются актуальными в нашей жизни. Не правда ли? Теперь я хочу задать вам несколько вопросов, которые помогут вам глубже задуматься обо всем, о чем мы сегодня говорили. Как вы использовали свое время? Вы живете автоматически или действительно присутствуете в каждом моменте? А как насчет ваших слов? Они строят мосты или стены в ваших отношениях? Подумайте внимательно, какие возможности вы упустили из-за страха или неуверенности. Представьте, какой была бы ваша жизнь, если бы вы начали применять эти учения сегодня. И я не говорю о радикальных переменах, я говорю о маленьких, осознанных шагах. Как насчет того, чтобы начать уделять больше внимания своим словам? Или посвятить несколько минут своего дня практике сознательной доброты? Настоящая трансформация начинается, когда мы решаем перейти от теории к практике. И вам не обязательно делать это в одиночку. Наше сообщество здесь, чтобы поддержать вас на этом пути роста и самопознания. Поделитесь в комментариях, какое понимание сегодня больше всего тронуло ваше сердце. Ваш опыт может вдохновить других, кто переживает такую же ситуацию. И если вы хотите продолжить этот путь личного развития и практической мудрости, вы не можете пропустить наши следующие видео. Подпишитесь на канал прямо сейчас и активируйте колокольчик уведомлений. Таким образом, вы не пропустите ни одного специального контента, который мы подготовили с такой заботой для вас. В конце концов, знание без действия похоже на книгу, которую никогда не открывали. Она полна потенциала, но не осознает своей цели. Итак, как насчет того, чтобы начать трансформацию сегодня? Первый шаг за вами. И помните, каждое маленькое позитивное изменение, которое вы делаете в своей жизни, создает волны трансформации, которые выходят далеко за рамки того, что вы можете себе представить. Увидимся в следующем видео. Поставьте лайк, поделитесь с теми,
кому нужно услышать это сообщение, и расскажите ниже, какие изменения вы начнете сегодня.